Все, оно пошло. Вот, пришло. Угу. Ну, тебе нужно отправить ему что-то. Можешь связаться с Димой и сказать, что все запустил. Так, я побежал к крабу. Ты можешь проверить, если он там идет трансляцию? Да, сейчас. Блин, не идет нифига. Часа полтора должно ходить. Ну, потому что если не человек, они, кстати, они устали, какой что такое типа сон, значит, тоже сон, клоп. Пока да, но я сейчас вот как раз стараюсь найти кого-то интересного. Не, лэб будем заплатить что-то. Говоря, так и сам все продюсирую. Сейчас еще действительно это длинная история, я не спекулирую по вокалу. Нужен человек, который понимает, что да. Это очень непросто. То, что одному подходит, другому не Хорошо. Ага. Да, конечно. Ну да, еще не начало. Я тебе хочу информацию. Или ты хочешь, или ты хочешь что-то говорить. Ну все, тогда я тебе... Третий ряд. Вот поэтому я боюсь такси. Слушай, если можешь скрин сделать, потом просто найдешь и вобьешь. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Я представлюсь, для тех, с кем мы не знакомы, может быть, встречаемся в первый раз. Меня зовут Иваненко Марина Васильевна, я руководитель факультета менеджмент в музыкальном бизнесе, индустрии развлечений, бизнес-школы РАаб. Сегодня эта лекция представлена нашей бизнес-школой, нашим факультетом. И буквально через несколько минут вы встретитесь со спикерами, которые сегодня прилетели из Америки в Россию. Первые, к кому они пришли, это вы. Первые вопросы, первые ваши глаза горящие, первые ваши опыт, он будет именно здесь, именно в нашей аудитории в бизнес-школе РАаб. И прежде чем мы... Спасибо. Музыкальные, наверное, здесь есть артисты, продюсеры, поэтому я думаю, наш диалог со спикерами, беседа получится интересной, готовьте свои вопросы. Сейчас они будут именно готовиться к тому, чтобы ответить на все то, что волнует и интересует вас. И я займу несколько минут вашего внимания. Я хочу рассказать, почему же все-таки мы встречаемся здесь, в бизнес-школе РАаб.
потому что мы единственный и успешно работающий факультет дополнительного образования именно по музыкальному менеджменту, по продюсированию. Те люди, которые сегодня приедут, выступят перед вами, это наши партнеры, и партнеры у нас практически представлены все музыкальные компании в России, в том числе и за рубежом. И самое главное, то, что наши программы образования, они дают профессиональный опыт в сфере и музыкального бизнеса, и культуры, и творчества, в целом индустрии развлечений. Преподаватели, люди в действующей практике. Сегодня в числе вот вас я уже вижу наших партнеров-преподавателей, которые ведут курсы по музыкальному продюсированию. Чуть позже к нам присоединится Евгений Орлов, который известный музыкальный продюсер, приехал именно на эту лекцию, на эту встречу. То есть здорово, что в наших аудиториях работают преподаватели, партнеры, выпускники, студенты, те, кто интересуется индустрией, те, кто активно реализует себя и работают в этом направлении. У нас самое главное, что наше бизнес-образование длится в течение одного учебного года, это 9 месяцев, и все занятия по этой программе как раз читают практики индустрии, представители, люди, которые успешно работают и приглашают на свои проекты, в том числе наших студентов и наших выпускников. Партнеры факультета – это все крупнейшие музыкальные компании, бизнес-структуры, которые работают в России, это крупнейшие лейблы. Но на этом слайде вы видите исторически наших партнеров. Сейчас это число очень большое, и фактически все то, что происходит каждый день на нашем шоу-бизнесе, то, что мы с вами слышим и видим, это все происходит при участии наших партнеров, преподавателей, студентов или выпускников. Программа обучения строится из основных предметов, связанных с созданием, продвижением, монетизацией проекта, вывод его на рынок, получение прибыли с проектов, экономических вопросов, вопросов, связанных с авторскими смежными правами, с пиаром, диджитал-маркетингом, СММ-продвижением. То есть все то, с чем сталкивается, в принципе, любой бизнес, творческий человек, который реализует проект, у которого есть интересные идеи, и он хочет ее сделать коммерчески выгодной, интересной и расширить аудиторию того или иного продукта. Ну и в числе преподавателей, как я уже сказала, это известные люди нашей индустрии. Олег Нестеров сегодня дает свой спектакль «Жизнь и планеты», он читает традиционно уже больше 10 лет на нашем факультете. Вообще факультет создан в 2002 году, и вы понимаете, что уже очень большой опыт накоплен, большие знания, и передовые, в том числе знания, которыми делятся наши преподаватели. Часть преподавателей вышли тоже из стен, были когда-то нашими студентами, успешно работают в индустрии, соответственно, тоже делятся своим опытом. Ну вот Евгений Орлов чуть позже к нам присоединится. И сейчас ближайший проект, который он готовит, это фестиваль поколения Next, который пройдет в Сочи в начале июня. Он очень долгое время работал с проектами «Голос», вы знаете, и детский голос, и различные музыкальные конкурсы, именно как саунд-продюсер. В числе преподавателей музыкальный редактора крупнейших каналов, музыкальный директор телеканала МОСКВА, с которым мы работаем ежегодно в рамках проведения премии телеканала МОСКВА. Елена Кипер, это продюсер, который запускал дату, сейчас у нее несколько артистов 360 градусов, с кем она работает, в том числе клипы снимает, на фестивале в Тавриде и в других проектах крупных участвует. Представители крупнейших СМИ, те, кто занимается продвижением артистов, Борис Барабанов работает с Би-2 традиционно, с Мумитролем, соответственно, все презентации, все концерты мы посещаем в нашей учебной программе. Компании-менеджеры представлены Universal Music, Warner Music, и сейчас достаточно большое количество вакансий в этих компаниях, потому что расширяются лейблы. Совсем недавно компания Universal подписала LG, нашего российского рэпера, то есть действительно все смотрят в сторону каких-то новых интересных перспективных проектов. Ну и, конечно, вопросы связаны с продвижением диджеев, электронной музыки, СММ-маркетинга и диджитал-маркетинга. Ну и мастер-классы дают топовые специалисты в различных направлениях. В том числе совсем недавно к нам присоединился наш давний уже друг и партнер Алексей Сеченов, режиссер-постановщик премии МОСКВА в течение 10 лет, церемонии открытия-закрытия юношеских Олимпийских игр, фестиваля молодежи в прошлом году, ледовые шоу различные. Вот как раз в рамках нашей учебной программы мы, помимо того, что слушаем практические знания, получаем здесь в аудиториях, мы посещаем мероприятия, совсем недавно были с нашими ребятами на мюзикле, который Руслан и Людмила представлен в России, именно этой продюсерской компании. Ну и также поддерживает его коллега, который работает в основном с зарубежными проектами, Павел Брюнет, режиссер-постановщик «Цирка Веселей». Последний проект прошел полгода назад, постановка началась в Дубае, это АПРЕЛЯ. То есть это мировые события, это опыт, который уникальный
это знания, это контакты, это нетворкинг, то есть то, что происходит вот сейчас непосредственно выше этажом, где учатся наши студенты, которые сегодня как раз учебный день. Ну и, конечно, наши зарубежные спикеры, они регулярно приезжают к нам по различным вопросам, дают мастер-классы, связанные с вокальным мастерством, с менеджментом артистов, с организацией фестивалей. Достаточно много коллег из Великобритании, из Америки. Традиционно мы сотрудничаем, конечно, с крупнейшими вузами, которые работают за рубежом. И помимо занятий, которые проходят здесь в аудиториях, есть выездные, посещение концертов, мероприятий. В пятницу мы едем в главклуб, будет концерт, крупнейшую площадку со студентами, где будет как раз концерт зарубежного артиста, организованный крупнейшими промоутерами, нашими преподавателями компании АПРЕЛЯ и Stone. Ну и, соответственно, звукозаписывающие студии. Вот здесь на этих слайдах вы видите, как мы приезжаем к нашим преподавателям в Республику Kids, в студию Весам, Денис Колесников здесь тоже у нас присутствует, различные клубные, концертные площадки, байками мы были. В общем, все то, что интересное в России представлено, в первую очередь здесь, на нашей, наверное, московской столичной жизни. И помимо учебных программы, помимо контактов с преподавателями, мы предлагаем нашим студентам, нашим выпускникам это участие в различных событиях в качестве стажеров, в качестве организаторов мероприятий для получения опыта, контактов, развития своей базы, для освоения новых навыков. Но это события обычно очень крупные, и их тоже сейчас поток очень большой. Иногда в один день мы работаем на нескольких площадках. Из ближайших это прошла премия «Топ-хит», где были все звезды нашей российской эстрады. Большая команда работала с режиссерско-постановочной группой, они танцуют наших студентов и выпускников. В эту пятницу мы работаем с проектом «Самых», концерты в темноте, с выставочными различными проектами. 16 мая пройдет премия «Лина», рефульный телеканал СТС, Д5. И, конечно же, премия МОСКВы и все наши летние фестивали, которым уже совсем скоро начнется. Соответственно, позиции интересные. Это чаще всего работа с режиссерско-постановочной группой, это работа с прессой, с гостями мероприятия, возможность проявить, в общем-то, все свои организационно-административные качества, коммуникативные, и познакомиться, конечно, непосредственно так вот с людьми, которые определяют и осуществляют все эти мероприятия. По окончании обучения наши слушатели готовят дипломные проекты, в которых они могут показать свои практические навыки, создать бизнес-план своего проекта. И на этом слайде вы видите виды профессиональной деятельности, то, где работают, кем работают наши выпускники. Вы понимаете, вот у нас сейчас уже ближайший набор идет в группу ШВ-40, которая стартует обучение в сентябре. То есть люди работают на крупных топовых позициях, связанных и с музыкальными блогерами, YouTube-каналами, с музыкальными проектами, фестивалями. Во всех крупнейших лейблах, Black Star, Universal, Warner, Sony работают наши выпускники. RAab Music, вот единственный человек, которого взяли российского представителя, это наш выпускник, преподаватель Илья Буц. То есть это человек, просто показавший своим опытом высокий очень уровень, пришел он к нам, в принципе, просто любителем тяжелой музыки. Вот сейчас до сих пор продолжает играть так для души, но понятно, что зарабатывает уже в крупных просто компаниях. Многие коллеги, наши выпускники, приглашают уже на свои проекты, и летом у нас очень большая команда наших студентов-выпускников работала на выставке Экспо в Астане. Сейчас подключились к FIFA, ко всем вопросам, связанным с hospitality-менеджментом, с ивент-мероприятиями. Соответственно, кто-то работает в крупных музыкальных проектах, является не только продюсерами, менеджерами, но и артистами. Например, Руслан Ивакин, он поет во всех ледовых шоу «Вербуха». Помимо своей сольной карьеры, многие являются артистами наших российских мюзиклов и театров. Соответственно, в общем, есть возможность развивать себя и как менеджера, и как артиста, и как продюсера, и раскрывать для себя всякие различные новые возможности. И здесь есть тоже наши выпускники, студенты, которые могут рассказать подробнее, познакомиться со своими проектами. Но самое главное, всю актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте rm.ru. Я приглашаю вас подписаться на наши странички в социальных сетях. Мы разыгрываем различные концерты, билеты, посещения. Много партнеров, которые информируют нас с первых о своих событиях, о фестивалях, о специальных условиях участия в них. И ближайшая группа у нас начинает обучение, как я уже сказала, в сентябре. Группа ШВ-40 с таким ярким, звучным названием. И, соответственно, сейчас самые выгодные условия поступления в эту группу. Весь месяц, до 1 июня у нас действует специальная скидка, специальные условия на обучение.
Подробнее, как я уже сказала, можно посмотреть на сайте rma.ru. Наши консультанты, я готова вам ответить, рассказать про все возможности, про все условия. И вы знаете, что мы учимся здесь, все наши мероприятия проходят здесь на АПРЕЛЯ, плюс выездные. Соответственно, по всем вопросам можно к нам обращаться. Вы видите мои контакты, я буду рада ответить на ваши вопросы после лекции. А сейчас я хочу напомнить еще раз регламент нашей встречи. Просьба ко всем задавать вопросы на русском языке, потому что будет переводчик, который будет переводить, соответственно, нашим спикерам. То есть не тренируйтесь на английском, вы сможете это сделать, в принципе, в рамках других проектов, работы с артистами и с их менеджментом. Просьба, когда будете задавать вопросы, поднимать руку, я буду передавать вам микрофон, чтобы было всем слышно. Ну и, соответственно, пожалуйста, уважайте друг друга, отключите мобильную связь, в аудитории мы не кушаем. И я хочу пригласить сюда наших гостей, наших уважаемых специалистов, которые впервые приехали в Россию. И, собственно говоря, первая аудитория — это вы. Давайте их поприветствуем. Всем здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, от компании Protification. И сегодня прилетели RAab Mindy, и первое, что мы сделали, приехали на Красную площадь и оттуда прямиком к вам. Мы назвали сегодняшнюю лекцию «Первый урок по вокалу в VMA и Грэмми», потому что многие артисты, с которыми работает RAab Mindy, прошли этот путь. Для кого-то он был очень коротким, для кого-то длинным, но они сегодня об этом расскажут сами. Но мы хотим сегодня сделать лекцию такой, чтобы вы могли задавать сами ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, делайте это, потому что в предыдущих лекциях появлялись вопросы в конце, и не хватало времени, поэтому сегодня мы сделаем ее более интерактивной. Ну, для начала давайте поприветствуем их еще раз. Я, наверное, буду по-русски говорить. У нас есть Елена, которая будет сегодня помогать вам понимать и будет переводить. Первое, о чем я хочу спросить сегодня, это что такое артист в понимании RAab и Mindy, потому что они много работали с артистами разного уровня. Что делает артиста артистом? What makes an artist an artist? Well, you got to be passionate about what you do. If you take out the trash can, if you deliver food but with love and passion, and you study the art of it, you all of a sudden become an artist at your job. And then there's a master level, you know, so there's different levels of it. There's the beginning phase, and then there's, you know, a lot of that. I'm sorry. То есть, прежде всего, надо быть действительно увлеченным своим делом, то есть даже если вы просто доставляете еду, но очень любите это, тоже можно сделать вас своего рода артистом. А дальше есть уже такой уровень мастера. I'm sorry, this is really going to be tough for me because I get on a rampage on things. But I feel like when a person becomes I think we all know kind of what you want to be. If you're a guitar player, if you're a vocalist, you know, you can be a hobbyist where you just kind of play around with it. But when you become an artist, you live it, you breathe it, you can't live without it. So it consumes every part of you, your being. You wake up singing. Sometimes, I'm sorry. То есть мы все представим, да, часто чем мы хотим заниматься, то есть играем ли мы на гитаре, чем бы мы ни занимались, то есть мы можем быть, это может быть хобби, а это может быть наша профессиональная занятость. И вот когда мы этим живем, дышим, просто это с нами постоянно просыпаемся с этим,
то вот тогда, собственно, мы артисты, это то, чем мы занимаемся. I'll keep it short. But I feel like when you're an artist, like I said, you live it, you breathe it, you can't live without it. It consumes you, and you study all the other artists before you. So if you want to be great or legendary, you have to do great and legendary things in order to get those kind of results. Это, соответственно, как я уже сказала, вы живете просто, ну, это настолько с вами постоянно, каждую минуту, никуда от вас не может деться. И прежде всего, чтобы стать хорошим артистом, хорошим исполнителем, вам надо изучить все, что было хорошего до вас. То есть вы хотите стать легендой, вам надо стать легендой, это сделать все то, что нужно, чтобы стать легендой. Я знаю, что RAab работает очень много с топовыми артистами, но он также имеет дело с начинающими артистами. В чем принципиальная разница человека, который уже добился чего-то, и который только начинает свой путь? Yeah. Okay. I'm passionate about working with superstars. And a lot of times, I'm even more passionate about working with new artists. You want to say that? And I'll tell you why. Да, то есть я очень люблю, я страстно увлечен, когда работаю с уже теми, кто чего-то добился, но мне очень-очень нравится работать с начинающими. Сейчас я вам объясню, почему. She was saying, being on, I work with, big artists. How I feel about working with young artists. I feel like all of my experiences of working with international superstars in the music industry, all the information that I'm able to pour into them, as well as learn from them and their work ethic, I'm able to put all of that information into new artists, the beginning artists that are coming in, wanting to get to that level. So I feel like I get to download all of this information and experiences that I've learned from working with artists such as Justin Timberlake, Kelly Rowland, Michelle Williams with Destiny. I can go on with that, you guys know about that. But all of the experiences that we both, me and Mindy and I both have learned, we are able to pour that information into the new artists. And that makes us happy, especially when they're focused. It's a difference when you're not focused and then you just want to kind of doodle with it. I get mad at singers that are just kind of playing with it. But the ones that are really focused, I'll То есть, когда я работаю с международными звездами, да, с различными исполнителями, и я получаю огромное количество информации от них, то есть я сама передаю огромное количество информации, от них получаю, то есть идет такой огромный обмен, и потом я также, когда работаю уже с начинающими, я все это им передаю, я от них опять же получаю, чему-то учусь у них, и то есть вот, когда я работаю с начинающими, мне особенно нравится давать им вот эту большой объем информации, который у меня уже накоплен, за весь мой опыт работы. И также мне очень важно, чтобы люди были действительно сконцентрированы на том, что они делают. Потому что если они просто, скажем так, не настолько заинтересованы в этом, то меня это очень сильно раздражает. I think one of the other things that's really amazing is to start with a new artist from a ground zero level and help part of that development and mentoring into something great. So when you see the greater show or the greater production up there, it's a sense of fulfillment that you were a part of a journey in a positive way and mentoring so that they could be the best that they could be. Мне кажется, еще потрясающе видеть, когда ты начинаешь работать с кем-то совершенно с нуля, и как постепенно человек становится все лучше и лучше, и потом ты видишь потрясающее шоу, и ты чувствуешь, что ты часть этого, потому что ты его обучал, наставлял, помогал. Мне кажется, это потрясающее чувство. Вопрос такой, должен ли человек действительно обладать талантом для того, чтобы стать звездой? Should you have talent to become a star, become an artist? Should you have like a gift? Yeah. When I started singing, I didn't want to do it. I come from a family of singers. I wanted to be a superhero. I wanted to
I thought I could fly. I thought I could had super strength, and then I started getting hurt, so that didn't work. Когда я начал петь, я, честно, не хотел этим заниматься, я сам из семьи певцов, и я вообще собирался быть супергероем, спасать всех, но потом понял, что это не особенно получается. So my mom, who was an incredible singer back home in Florida, she saw something in me that I didn't see in myself. And it was kind of aggressive how she made me get into singing like the rest of the family. It became a discipline. She actually smacked me upside the head and told me to start singing. И моя мама, которая была достаточно известной певицей во Флориде, она увидела во мне что-то, что я сам не видела, то есть, что я могу петь, и она меня заставляла, по сути, петь, и была так достаточно агрессивна и резка со мной, чтобы я пел, хотя я не хотел. So, with my mom recognizing the gift in me, I didn't see it myself, you know, until I started falling in love with singing. And if there was a performance, whether it was paid or not, and at that age, we didn't know you can get paid for singing, and we didn't care, we just wanted to do it. And I became a student of that, studying singers that my mom wouldn't allow me to listen to their music in her house, but I would sneak off and just study them, not realizing that this is what was going to happen as a result of it. То есть моя мама увидела во мне этот дар, талант, который я сам еще не видел, но постепенно, делая это, мне стало это нравиться, я полюбил петь, и мы тогда еще не думали, то есть на всех концертах, где мы пели платных или бесплатных, нам тогда было все равно, мы не знали, что за это деньги еще платить. Вот нам просто очень нравился сам процесс, и я стал любить это, изучать это активно, и самую разную музыку, в том числе ту, которую мама не давала мне слушать. Я прятался тайком где-то и слушал то, чего дома слушать было нельзя. So with that being said, studying singing, I got better at it a lot quicker than my friends that didn't have the gift to sing. And there's a difference between the two. A person that has the gift, they're always going to be performing at a level way up here. And a person that doesn't have the gift, you can technically train them to have them execute a lot of the right notes, singing the song the perfect way, but it's always going to be missing something. And that something that's missing is soul, heart, connection to the story of the song. And that's, you can hear it. You don't even have to know the person's history. You can just listen to them, close your eyes, and be like, it's okay. Something was missing. Or you can hear somebody like, oh my gosh, they make you cry right away, or you get caught emotionally with it. Я обладаю этим талантом, я, соответственно, стал учиться и изучать все, что связано с музыкой, и у меня это получалось гораздо быстрее, чем у людей, у которых такого таланта, как у меня, не было. То есть, если спросить о том, нужен ли талант или нет, то есть человек с талантом, он добьется очень больших вершин. Человек, у которого таланта нет, его технически можно очень много так вот поднять, но когда вы слушаете эту музыку, вы чувствуете, что там не хватает. То есть важно, чтобы в музыке была душа, чтобы она была такая, что в итоге заставляла вас плакать. Если у человека талант есть, вот вы слушаете что-то и вас пробирает, что называется. I think to go along with Rob, I think you can have somebody who's gifted and somebody that has a strong work ethic. And I would take somebody that has a strong work ethic and will practice and have that passion come in and drive versus someone who's gifted and not passionate about it or not work. And so I think that's something we discuss with our clients and we work through. То есть часто мы также видим людей, у которых, допустим, не то, что нет таланта, а там есть некоторые проблемы с этикой рабочего процесса, то есть как все это организовать, то есть там есть страсть, да, есть увлечение, но и мы просто помогаем им правильно все это выстроить, и тогда это также будет работать. Да, я тебе могу сказать, что я знаю, как работает RAab, потому что возил артистов к нему в Атланту. И очень важную роль в работе RAab играет дисциплина. Так ли действительно со всеми? Я имею в виду, это работает как с начинающими артистами, так и с Pharrell Williams.
I feel discipline is extremely important in my teaching, as well as Mindy's as well. Дисциплина очень важна, как для меня, так и для Минди. I'm not a really mean teacher that says you do this or else. Я не такой неприятный учитель, такой злой, да, который давай вот это делай, а это нет. So I bring a lot of love and a lot of energy in my sessions. То есть я приношу в моих занятиях очень много любви, энергии. But I require a lot. I demand a lot from the artists as well. Но я также от них очень много требую. So in my case, let's say for instance, recently to prepare for the Super Bowl, Justin is one of the most disciplined artists that I work with. Недавно как раз, когда готовились к Суперболу, то есть Джастин, он один из самых таких. Anybody saw the performance Super Bowl? Видели его выступление? Yeah, it's a lot of work, and his preparation for that, he'll start like if the Super Bowl was in February, he starts training like in November. Если было в феврале, то тренировать, готовиться он начал уже в ноябре. Готовился очень много работы было в этом. Leading all the way up to the performance, and if you watch the performance, there were several stages on the floor, you know, of the football field. So he would dance over here, dance all the way up here, dance all the way over here, and he's singing live. He's not lip syncing at all. So that's the standard that he has, and it's our ability to make sure that he can do that, sing live and dance at the same time, you know, and you get the fans get their money's worth, you know. So the preparation for that, it's a lot that goes in it. And then shortly after the Super Bowl, we have to prepare for his short. Если вы помните, как раз на этом Суперкубке, то там было много площадок, да, и он танцевал на них и пел на всех, то есть он перемещался, и там не было того, что он пел фонограмму, все было вживую, и чтобы он мог это делать и танцевать, и петь, и так активно перемещаться. Это была наша с Минди работа, его к этому подготовить, соответственно, как раз так, ну, за счет этого можно видеть результаты нашей работы, да, и за что нам люди деньги платят, то есть насколько получается осуществить такую сложную задачу. Okay. Yeah. So the same work ethic that I would use, or we would use with Justin to prepare him to be able to do that, we do that with younger artists as well. И то же самое, как мы делаем с Джастином, такую же вот этику рабочий процесс мы применяем с начинающими артистами. So I don't know if you guys follow me or Mindy on Instagram, but 3 days, it's 3 days now. 3 days ago, I was on Venice Beach with a younger artist, making him run all the way down the beach, and then he run all the way back, and I timed him. 3 дня назад. This is my mother. На пляже как раз, если вот вы следите за нашим инстаграмом, там есть картинки, то есть я заставляла как раз одного из начинающих артистов бегать туда и сюда просто для тренировки. So he's timed to go like a half a mile this way and then a half a mile back. Like full sprint all the way on the beach. He comes back and then he has to work on his breathing to be able to sing, because this new artist, he sings and dances at the same time. So I put him in extreme situations where he has to focus on breathing and catching his breath as well. Да, таким образом, то есть надо было пробежать небольшое достаточно расстояние туда и обратно, но при этом важно было следить за дыханием, потому что этот начинающий артист, он и поет, и танцует. Я, соответственно, ставила в такие экстремальные условия, чтобы помочь, ну, чтобы тренировать дыхание, чтобы выработать определенные практики. So with any artist that we both work with, you know, if an artist say, I dance and sing at the same time, I'm like, really? You do? Great. I'll see you at 6 o'clock in the morning. Let's go. And they're like, what? Когда нам говорят артисты, что я пою и танцую, я все время так, это правда. Вот. И дальше говорю, ну что, увидимся в 6 утра. And a lot of times they're like, oh, do you do this with such and such? I'm like, it's actually worse with the bigger artists because they're going to be on television. They're going to be seen by people all over the world.
you know, and not saying I'm like going light on them, but a lot of times it has to do with how much time I have with younger artists as well. So we try and cram in a lot of work within an hour, within 2 hours, and hopefully put them on a regimen where they can actually practice with that throughout the week. Да, то есть, соответственно, очень сложно, что надо в очень небольшое время включить очень большое количество работы, потому что ну, постоянно все они куда-то ездят, да, и так далее, выступают, и мы пытаемся создать определенный режим для них, чтобы они могли, соответственно, его поддерживать. Я хочу быстро рассказать одну историю, постараюсь коротко изложить ее. Я находился в LA, и RAab приехал как раз в город для того, чтобы работать с артистами, и мы договорились встретиться с ним на следующий день за ланчем, и он мне прислал адрес, я взял такси, ехал очень долго, почему-то не помню, что так долго. Когда я приехал на место, я увидел танцующих людей снаружи, зашел, навстречу мне вышла Гвен Стефани, потом я встретил еще кого-то, я уже не помню. В общем, когда я добрался до двери, которую мне надо было открыть, я ее распахнул, и передо мной открылась невероятная картина, потому что в огромном ангаре была выстроена сцена с экранами, со всем бэклайном, там стояли музыканты, танцоры, Pharrell и RAab, который сидел в первом ряду и руководил этим процессом. И он меня увидел, он сказал: да, заходи, садись рядом со мной. То есть это был не ланч совсем, это была репетиция, по-моему, выступление для коуча. Yeah, it was Coachella. И я сидел с RAab вместе и смотрел всю эту репетицию, которая выглядела просто безупречно. Вырезанное выступление от и до. Самое интересное было, когда я вернулся назад, а сзади были люди, которые управляли всеми экранами и инсталляциями на них. И главным режиссером там был Woodkid, если кто-то знает его. Это сам по себе индивидуальный артист, очень талантливый музыкант и режиссер, и много всего в его резюме. И когда я спросил RAab: а это Woodkid? Он сказал: он здесь экраны делает. И я удивился, насколько сплоченно работала эта команда, несмотря на статус того или иного человека. И в этот момент ты видишь это все, и тебе кажется: вот я хочу так же работать со своими артистами. Вопрос. Когда мы хотим такой картины, с чего же все-таки начинать? Когда ты начинающий артист, и тебе нужно с чем-то выходить? Fall in love with singing. Полюбить, петь. Like, don't just sing, like, fall in love with singing. You know, like when you fall in love with somebody for the first time, you're like, oh my gosh, you'll phone for hours. I miss you, I miss you, I love you, I love you. You got to do that with music. Да, то есть не просто петь, а именно влюбиться в пение. Помните, когда вы первый раз влюбились, и постоянно были на телефоне? Вот так же и с музыкой. And I can ask you guys, who are some of your favorite singers? And everybody's like, oh, I love this person, I love that person. Don't just study your favorite singers, study other singers. Да, то есть, если я вас спрошу, кто ваш любимый певец, мне скажет, тот-то или тот-то, но изучайте не только тех, кто ваш любимый исполнитель, но и других тоже. Yeah, we're all humans. We mimic what we hear, what we see from dress styles, hairstyles. We mimic. That's one thing we do really well. But when you're studying other singers, you got to do that as well. Not just your favorites, but ones that you would never listen to, you know, and study songwriters. Because a lot of you are, sorry. Мы, как люди, постоянно подражаем всем, то есть это во всем, то есть как люди одеваются, как люди поют, говорят и так далее. Вот поэтому изучайте не только тех, кто вам нравится, но и тех, кто вам совсем не нравится, кого вы совершенно не стали слушать, а также изучайте тех, кто композиторов, тех, кто пишет музыку. Yeah, a lot of you are songwriters, but you don't do it because you don't think you're good enough. It's because you don't practice it enough. You know what I'm saying? You know, sometimes songs come to you in dreams in the middle of the night. I wake up with them all the time, but sometimes I'm so tired to get up and put it on my phone, the ideas down. You know, don't be lazy. Get up and put those ideas down.
Да, и не бойтесь также сами что-то сочинять. Это во всех нас есть. Я часто просыпаюсь с какой-то песней в голове, иногда просто ленюсь ее записать. Вот, то есть не ленитесь, прислушивайтесь к себе. Don't wait to get a record deal to start doing this stuff. You can do a lot of it on your own right away. Не ждите, пока вы заключите уже какой-то там, получите реальную, ну, соглашение с какой-то компанией, а начните делать все сами. Yeah. And right now, because social media is so big, and Apple is starting their own record label, signing artists as well, you can do this on your own. All you need is a laptop, a computer. Everybody, who does not have a phone in here? У кого телефона нет? My point, yeah. So it can start with just that. A lot of people in America have become super famous just off of posting silly videos. Yeah, I'm gonna drink this bottle of water fast. Famous. Социальные сети сейчас настолько развернулись, да, то есть насколько можете все это использовать, что многие популярные артисты, они начинали, собственно, с каких-то глупых видео, с каких-то композиций. Вы можете начать активно без того, чтобы звучить, ну, чтобы уже работать в какой-то крупной компании, просто с выкладыванием чего-то в интернете. So it's really about how bad you want it. You know, don't wait for people to do it for you. Don't wait for people to set up, give you all this money, this big budget to go out and do it. No, do it yourself, because you gain, you still maintain control of your artistry. Once again, if you do it and you make a lot of noise, you get a lot of followers that way, based on you posting videos of you doing covers of you singing. You know what I'm saying? And don't just sing the song just like the artist. Take their song and remix it, flip it, do something different. That's what they do when the producer's on. Oops. То есть все зависит от того, насколько сильно вам это нравится, насколько вы любите это. Да, то есть если вам все это нравится, просто начните это делать, начните выкладывать это в интернете и так далее. Да, то есть пойте не только что-то свое, перепевайте других, делайте какие-то миксы, делайте что-то интересное. Вот. И у вас, если вы создадите достаточно шума, да, интерес вызовите к себе, появится много подписчиков, то это все, соответственно, вас продвинет активно дальше. Yeah. So if you do that, the record companies are noticing you. They're watching that. And even if you put together an EP tomorrow with 10 songs and your social media game isn't doing well or your numbers aren't up, there's nothing that they're going to be interested in doing at that moment. They're not going to really care. But if your numbers are up, they're watching you already. Таким образом, музыкальные компании, они с вами, если вы присутствуете, да, в сетях, о вас говорят, то будьте уверены, что за вами уже наблюдают крупные компании. Вот, то есть, если вы там, то вас заметят обязательно. So I had a client recently, you know, her husband is famous, but she don't want to ride his coattail. Да, то есть у меня недавно была клиентка, у которой знаменитый муж, но она не хочет, соответственно, чтобы использовать то, что есть уже у него. So she's got her social media is doing really well. She put out a single and went platinum, which is 1 million copies right out the gate. Да, то есть она в итоге записала сингл, выложила его как раз в сетях, и он стал платиновым, то есть 1 миллион копий. So several major record companies are trying to sign her now. Does she sign, or does she continue to do what she's been doing? Because it don't seem like it's broke. Да, и то есть сейчас многие крупные компании как раз пытаются ее, ну, как сказать, подписать, вот, а она может спокойно решать, что ей делать, как бы, хочет она подписывать с кем-то или нет, потому что у нее, как бы, с деньгами проблем нет, ей было просто это интересно. So, just real quick, how many singers do we have in the building? Сколько здесь исполнителей, певцов? Okay. All right, fantastic. That's a lot. All right. How many musicians do we have in the building? Fantastic. How many music producers do we have in the building? Yeah. So it's a lot. Now, how many of all of you guys, besides here at the school, has a personal trainer? Not physical. То есть у кого из вас помимо школы есть какой-то личный тренер, не обязательно в физическом смысле? Yeah. But a voice coach, you know, a guitar or piano coach, or all of that, yeah.
фортепиано. Everyone, you should have that. That's a part of the process of becoming an artist. You have to work on your craft. Да, то есть у вас у всех должен быть обязательно педагог, потому что это часть процесса, это обязательно. Yeah, but don't get with just any coach. Get with a coach that understands the anatomy of the voice, that understands how to condition it. Because there's some coaches that'll put their voice on you to try and get you to sing like them, and not realizing they're teaching you their bad habits, which can actually make your bad habits even worse or more extreme. So you have to be careful. Важно найти педагога, который подойдет именно вам, который будет знать анатомию голоса, который поможет настроить ваш голос, а не будет просто пытаться вас петь, ну, то есть то, чтобы он сам, как он сам поет, и передавать еще свои ошибки вам, что ухудшит вашу ситуацию. То есть важно, чтобы педагог был правильный. Yeah. And how do you know you're getting better? Well, how do you know you've chose the right voice coach? Да, как вы знаете, становится ли у вас все лучше, правильного ли педагога вы выбрали? Yeah, you'll start progressing really quick, especially if you're doing what we ask you to do. Simple as that. You'll feel changes in the voice like really fast. Да, вы увидите, как быстро вы прогрессируете, как быстро все меняется. То есть вы увидите, насколько быстро все становится иначе. Раб на самом деле опередил мой вопрос, потому что я очень рад тому, что вы находитесь сейчас здесь, в Москве, потому что с Раба и с моей дружбы с ним началось то, что мы делаем в компании Platinovый. И мы привозим специалистов из Америки, которые развивают креативность, вокал, артистизм, помогают артистам становиться лучше. И самая большая проблема, с которой мы столкнулись в самом начале, оказалась очень простой в том, что люди просто не понимают, для чего им нужны педагоги по вокалу и вокальные коучи. И нам пришлось объяснять это, потому что у нас в России нет такой культуры, чтобы артисты перед своими шоу, концертами распевались, что делают артисты в Америке, успешные исполнители. И я знаю, что Минди очень много помогает артистам, потому что одно дело, когда у нас идет какой-то коуч, другое дело, когда у вас происходят какие-то проблемы, когда вы уже дошли до предела, и вам нужна какая-то медицинская помощь. У нее есть большой опыт в этом, и я хотел спросить у нее, как она помогает артистам в своей практике. Yeah. So how do I help? Because you know, many singers, they don't practice, but then at the end they get trouble. Yeah, and I know you deal with this, guys, a lot. And then they want a Hail Mary. Yeah. Well, that's, I mean, if you're not practicing and we're having bad habits and all of a sudden you get in the demand, something's going to happen where there's going to be a big reality check. Да, то есть если вы не практикуете, если у вас нет таких правильных привычек, правильного режима, и потом вдруг вы становитесь популярны, от вас требует все больше, то, конечно, может произойти что-то весьма неприятное. So currently in my studio right now, I have 9 touring artists who are coming off of a vocal surgery or a voice injury who I hadn't worked with prior to them going on tour, but because of the demand and not prepping, the endurance, getting everything in the right order, they're now injured and we're having to rehab them back to get back out on the road so they're not canceling $1 million tours. Да, сейчас у меня в студии 9 артистов, которых туры, которые не работали со мной до этого, то есть не готовились к турам, и в итоге нагрузка оказалась такой, что потребовались медицинские операции. И вот теперь я их восстанавливаю, да, чтобы не потерять все эти деньги с туров, то есть помогаю им восстановиться. Which is so fun for our job because I love working with somebody who already thinks they've arrived. Это интересно, потому что мне очень нравится работать с людьми, которые думают, что они уже всего достигли. And slapping them with the humble stick. И показать им, что еще есть им чему поучиться. And then having that trust come and then see the entire difference of where the light bulb clicks and it's like, oh my God, I finally get it. I feel it different. I know where it is. This is it. Да, и так выстраиваются доверительные отношения. Я вижу, как у них просто
начинает наконец-то мелькать такой огонек в глазах, что они понимают, наконец-то я понял, как же все должно работать, что делать и как все это должно быть. And then they're with us for life. Ну и тогда они уже с нами все, на всю жизнь. A lot of times, an artist that put out a single and the single takes off, like radio, promos, you're traveling from city to city. Да, и то есть, когда артист выпускает какой-то сингл, и он реально уходит на радио, начинает везде активно крутиться. And the artist is on this promotion whirlwind where they may not be singing long. It might be 15 to 20 minutes. The new single, the possible 2 other singles that might follow it, and maybe a couple covers. It's not a long set. Да, и то есть тут начинается, ну, артист участвует в активной такой промо-программе. То есть не так много надо петь, буквально сингл, еще пару песен, может быть, какой-то как кавер-версию. And what also wears the voice down is the travel. Да, ну, то есть что из наших голосов путешествия. The traveling is so stressful. Dry air on the airplane, other people sick on the airplane, doing interview after interview where it fatigues the voice gets tired, and then it starts dropping and breaking. И таким образом, ну, насчет во время поездок, очень много поездок, сухой воздух в самолете, больные люди вокруг, большое количество интервью, и все это ведет к усталости голоса, и, соответственно, он постепенно совсем садится. So from going from city to city on a major tour, right now back home in America, it's allergy season. It's basically a singer's nightmare right now, and we have to fix a lot of that. Да, то есть сейчас, например, в Америке, когда они ездят в туры, сейчас тот период, когда большое количество аллергии, вот для артистов это просто кошмар, и нам приходится им с этим в том числе помогать. Another part is it's not necessarily just the singing voice that's going to be the issue, it's also the speaking voice. And so we're very clear on where the articulation and where the speaking voice needs to sit because of the interviews, press, fatigue. Да, но дело не только в том голосе, с помощью которого мы поем, да, есть еще голос, на котором мы говорим, и здесь очень важно нам следить за тем, как с этим обстоят дела у артиста тоже, потому что большое количество интервью, большое количество речи, и важно, чтобы там тоже все было настроено правильно. And then also vocal hygiene. So we go through with all of our clients, do you smoke? Do you use cigarettes? Do you smoke weed? Do you eat weed? Вокальный гигиен, то есть со всеми клиентами мы всегда обсуждаем, курят ли они марихуану, или, может, едят ее. What's your diet? What foods do you eat? Because that will all affect your voice. Да, на какой диете, что едят, потому что все это может повлиять на голос. Есть ли у нас вопросы из зала, потому что я могу продолжать задавать свои, но наверняка у вас есть ваши личные. У меня вопрос такого рода, более практический, нежели, так сказать, то, о чем мы сейчас разговариваем. Наверное, это больше вопрос к Минди. Я в прошлом певица, но вот, так сказать, у меня появилась семья, появились дети. Есть ли методики по работе именно с детьми, с чего можно начать? У меня обе дочери поют, я, естественно, пою, у нас музыкальная семья. Вот. И еще такой вопрос. Есть ли какие-то методики для восстановления голоса именно после, ну, скажем так, 40 лет? Потому что иногда я чувствую какие-то проблемы по сравнению с тем, как, допустим, я пела 20 лет. So after 40. Thank you. Okay, after 40. All right, we'll do that one first. Давайте с этого начнем. Yes, so your voice will change as hormones change. Голос будет меняться, потому что гормоны меняются. For women, the speaking voice starts to drop lower. Да, то есть голос, которым мы говорим, у женщин он становится ниже. And men tend to go higher the older they get. А у мужчин наоборот, выше. And so the key is to make sure that you are doing SOVT, which is semi-occluded vocal tract exercises. SOVT, yeah, semi-occluded. SOVT. Yeah.
for balancing. То есть важно здесь делать полузакрытые упражнения для голосового тракта. Like the straw phonation. You guys familiar with straw phonation? Как, например, упражнение с соломинкой. Знакомо? No? Yes? Yes. Yes? No? So, if you come to the workshop, I'm going to show you. But you want to make sure that you're exercising full range of motion. Да, важно, чтобы все ваши упражнения были по всему диапазону движений. As we get older, our muscles atrophy. Да, поскольку когда мы взрослеем, наши мышцы постепенно атрофируются. Same thing happens with our vocal cords. If we're not exercising the full range of mobility with dynamic range and intensity, it's going to lose that power as we get older. Да, также, как мышцы у нас ослабевают, также и голосовые складки тоже надо постоянно тренировать, как в плане динамики, диапазона и интенсивности, чтобы они не теряли свои силы. So, One more question. Yeah. Let me say this. Once again, we get all of that, the voice, you know, women's voice is going to drop after 40, men's voices are going to go up. And, you know, muscle atrophy is going to set in place. But once again, if you're training on the regular, just like that, you're slowing down that process. Yes. You know what I'm saying? So, То есть, если регулярно заниматься, то этот процесс можно замедлить. Stevie Когда Wonder. меняется голос, если вам это интересно. Stevie Wonder. You know Stevie Wonder? Знаете Стиви Вандера? He's still touring. He's still touring and selling out arenas. По-прежнему ездит в гастроли. So I normally don't get starstruck over any artist, but 3 days ago, I got to coach the artist I've been studying all my life. 3 дня назад мне довелось работать с человеком, с артистом, которого я изучал всю свою жизнь. He hit a point in his voice where he started straining in the middle section of his voice, and I got to work with him. And I was sitting there having a weird moment, like, oh my gosh, I've been studying you all my life. And then he was like, oh my gosh, I want to sing like you. I'm like, really? I've been trying to sing like you all my life. Это странный момент для меня, когда я всю жизнь на него смотрела, его изучала, тут мне надо было ему помочь. Он мне говорит, я хочу петь как ты. He's in his 60s, and he's stronger in his 60s than he was in his teens. Да, то есть ему сейчас I mean, in 20s. за 60, а он сильнее, чем он был, когда ему было 20. And in his 30s, he went through a period where he was in drugs and then was homeless, but then he made a huge comeback, selling out arenas now. He got focused and got back on track. Да, несмотря на то, что потом в 30-е у него были проблемы с наркотиками, он был бездомным, потом он опять вернулся, то есть много чего можно добиться. And it's same with Dave. Do you guys know Dave Matthews? With Dave Matthews Band? His voice, as he started training regularly in his voice is getting better. He's how old? Dave said, he just turned, he's 51 now. Yeah. Yeah. And his voice is better than it's ever been. Да, ему сейчас 51 год, и у него голос лучше, чем когда бы ты ни был. And he's performing, I have no microphone. He's performing a minimum of 3 hours a night. Да, то есть он исполняет 3 часа No help. вечером. Sometimes 4 hours. Иногда 4 часа. Sometimes 3 shows in a row doing that. 3 шоу подряд. Yeah, so I normally travel with him on the road when I'm not with other artists. Да, то есть, если есть возможность, я езжу с ним по гастролям, если с другими не работаю. У меня вопрос, наверное, больше к Миде, хотя, может быть, и к Робу. Физические упражнения какие-то для восстановления формы, кроме бега, допустим, отжиманий, пресса. Вот, то есть для поддержания самой опоры, работы диафрагмы. As you can tell, I am not a physical trainer. I still struggle with cupcakes and cookies. As soon as I got to Moscow, I was looking at the desserts like. That's not my strength, but when working with those artists, I always recommend that they have a personal trainer. So with Dave, you know Dave Matthews. So Dave Matthews' personal trainer is a guy named Adam.
We tag team. That's what we call it. Да, я часто советую как раз артистам иметь персонального тренера именно по физическим упражнениям, и мы работаем с ними вместе. Yeah, so there's a regimen that we do. So I do 3 workouts throughout the day with him, you know. But before the first workout, he has to do a physical workout to get his lungs open, all of that stuff. Just train, cardio, you know what I'm saying, do some weights. And by the time we do the first workout, vocal workout, I'm only just investigating what I need to do before the workout before the show starts. You know what I'm saying? So having a personal trainer and a voice coach on your team as an artist is ideal. Rihanna, she has a female personal trainer. We tag team. I can take it. То есть важно иметь как тренера, педагога по вокалу, так и тренера по физической подготовке, и мы часто работаем вместе. Потому что, например, у меня часто есть, например, 3 сессии в дне, да, когда я провожу занятия с человеком по вокалу, а перед этим он еще занимается физическими упражнениями. И то есть в идеале, если быть артисту, лучше, чтобы у вас было тот и другой, и мы работаем вместе. For those that maybe can't, for artists in training who can't afford a coach, can't afford a personal trainer and everything else, we'll recommend, or maybe the artist is doing silks and they have to sing live on things like that. Да, то есть для тех, кто только начинает, да, не может себе позволить педагога по вокалу, тренера и так далее, то есть мы вам можем советовать следующее. It's cardio and it's core. So if you do like workout DVDs or YouTube, yoga stretches, Pilates, something that just gets the core and cardio going, you're going to be in a better Да, то есть вам нужно кардио упражнения как раз на основные мышцы. Можно использовать любые видео. And sing while you're doing cardio. So we'll make our clients, if they're doing like an aerobic video, we'll make them sing through their set while they're doing it because it paces them. It makes sure they're breathing, that they have the endurance to last through there, and it actually calms their adrenaline so that it's a real life situation where we're trying to get them to stay in a complete balance. Да, и пока они занимаются этой аэробикой, мы им советуем петь. То есть они поют, соответственно, так они лучше следят за дыханием, так вырабатывается выносливость, так снижается уровень адреналина. То есть это, по сути, ситуация, как в реальной жизни, когда они выступают. Добрый день. Добро пожаловать в Москву. Вопрос не медицинский. Привет! Итак, в России есть так называемый первый эшелон артистов, которые стараются исполнять свои песни под фонограмму. То есть это буквально как студийная запись, хотя в данном моменте это называется живой концерт. Существует также обратная сторона, есть, как правило, это рок-исполнители, которые стараются сделать свое живое выступление максимально не похожим на студийную запись. И вот вопрос мой в следующем. Как вы относитесь, скажем так, назовем это, к такой вокальной фальши, которая часто происходит на живом концерте? Воспринимаете ли вы ее как именно следствие живого пения и живого характера артиста, то есть его какой-то изюминки, или же вы относитесь к этому как к достаточно тренированному артисту, к тому артисту, с которым недостаточно поработали, то есть насколько вы допускаете вот такие, скажем, отклонения от студийной записи? Well, for me personally, I have a problem with it as well. All the training that I did growing up, and I was an artist back in the day, and I sang and danced, and I didn't have a coach before I got signed, you know what I'm saying? So I knew what that regimen looked like, and then once I became a voice coach, and learning from who I felt was the best voice coach I ever worked with, who was Robin Wiley, who was Justin Timberlake's voice coach, who I studied under, not as a voice coach, but just as a singer, wanted to be a better singer.
То есть я хочу сказать, что я сам как... I don't like it. Да, то есть я сам полностью, ну, мне не нравится, когда поют фонограмму, я сам в свое время был артистом, выступал, и у меня еще тогда не было педагога по вокалу, потому что пока мне не появился контракт с компанией. Вот, но я изучал Робина Уайли, то есть тот, с кем-то. And when I watched what she was doing with Justin, him singing live and him training, I was like blown away by his regimen. And once I started coaching singers, I said, if I'm going to work with singers and they say they sing and dance, you're gonna do both. Or why you have me there if you're not going to sing live? Now, here's the catch-22 to that. Now, although I'm not a fan of it, sometimes there are emergency situations where an artist gets violently sick the night before, and they can either choose to cancel the next 2 or 3 shows, which logistically is a nightmare to try and reschedule. Да, и когда я видел, как, собственно, человек готовил Джастина, я был поражен вот этим режимом, который у него был, и что из этого получалось. Я решил, что я, когда я сам стал готовить людей, как педагог по вокалу, вот, если человек говорит, что он и танцует, и поет, то я считаю, что надо делать то и другое вживую, потому что иначе в чем суть тогда всего этого. Вот, но при всем том бывают, мне все это не нравилось, чрезвычайные ситуации, да, когда, например, человек тяжело заболел, и ситуация такая, либо, соответственно, выступать под фонограмму, либо отменять концерт. So sometimes they would either take certain songs out of the set list, or maybe lower the keys sometimes in the set list, where if they're sick and the notes where they would normally be able to sing effortlessly, they can't get it because they're congested, they're sick. If you got laryngitis, the show cannot go on at all. Now, we've worked with singers that have had the flu, that have had all kinds of other things, but when you have laryngitis, you can't talk. No sound comes out, and the show is completely gone. So in a situation where it's an emergency situation, we might do those things. Once again, take certain songs out of the set, lower the keys of the songs in the set, or maybe don't even have them sing certain lines in the audience. Have you ever seen an artist do this? All right, ladies and gentlemen. Y'all gotta help me with this one. Я прошу прощения, я не совсем сначала правильно. То есть даже в таких ситуациях, чрезвычайно, когда человек заболел и так далее, то есть только если у него не ларингит, просто тогда это вообще бесполезно и петь вообще нельзя, вот, то во всех остальных ситуациях мы просто пытаемся убрать какие-то песни, где, например, есть те ноты, которые в такой ситуации человеку взять тяжело, которые он обычно брал легко, вот, то есть, может быть, сократить количество песен, или вот, вы знаете, когда какие-то строчки убрать, то, что RAab показал, да, когда вот делают, чтобы зал подпел, вот, например, в этих целях. If you ever want to see RAab mad, it's when somebody threatens to lip sync and then he calls me and we're going through every single vocal toolbox to make sure we have everything. Хотите увидеть, как RAab, когда он действительно злится, это когда ему кто-то говорит, что он собирается петь под фонограмму. Тут он звонит мне, и мы начинаем обсуждать все возможные инструменты, как помочь голосу. We had, so an instance that I had in February with Holly, is she was performing live for Saturday Night Live, and when I got to New York, she was doing her dress rehearsal, and in the middle of the song, she stopped and goes, "Okay, guys, I can't sing anymore. I'm not gonna be able to sing live tonight." And I was like, "Holy crap!" And then she called me. When I normally would call her, we'll sit there and brainstorm. And we made it happen. We did a bunch of straw phonation, laryngeal massage, which I will be showing this week, and she sang live, and it was awesome. We got her voice back. Да, в двух словах. Когда случилась ситуация, когда человек резко потерял голос, думал, что уже не сможет петь вживую, вот, Минди и RAab вместе как раз смогли с помощью ряда упражнений, с помощью как раз упражнения с соломинкой и ларингального массажа, который Минди покажет на мастер-классе, вернуть голос человеку, и человек смог петь вживую.
Yeah, thank you. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Ну, я сама и певица, и педагог вокала. У меня вопрос, как настроиться артисту на выступление? Потому что бывают такие ситуации, все, там, человек репетировал, готовился, все идеально, все ноты на месте, но выходит на сцену и не справляется с волнением, и выступление как бы не удается. Вот. Как помочь человеку настроиться, чтобы вот перебороть это волнение и чтобы все получилось? So I'm a singer and vocal coach myself, and so the question is how to prepare before you perform. So everything was right, so all notes were on place, but just when the person gets on the stage and really like frightened or something. So how to help with that? So to good. Push him off the building. No. All right, so there's two sets of what we call the butterflies. Nervous energy. Да, то есть есть два таких момента здесь в плане, как справиться с тем, когда вы нервничаете, когда у вас бабочки в животе. The positive side of having the butterflies is that you prepare, you've done everything necessary to get it right, and you just want everything to run smooth. Those are positive butterflies. Да, то есть то, что вы все готовили, все делали, все продумали, старались всячески, сделали все, что только нужно, это, испытываете чувство, это положительный момент. Every singer goes through that. The negative side of the butterflies is when you know you didn't prepare. Негативное ощущение, это когда вы знаете, что вы не подготовились. You came to rehearsal late, you came in drunk, you came in опоздали на репетиции, пришли пьяным. And then when it's time to do the show, you're like, oh crap. Да, и когда время уже выступать, думаете, о чем. So it's like, which one do you want to be on? All artists go through that. Don't think for a minute, I don't work with Beyonce, but don't think for a minute that she had the butterflies at Coachella this past weekend and the weekend before last. All of them get it. They want it to be perfect. Simple as that, you know. And if you prepared and done everything, you're going to get great results, you know. After the Super Bowl, which was the biggest thing, I was so overjoyed with working with Justin in that moment, because the last time he played the Super Bowl, when his coach, his previous voice coach, was living. Да, то есть у всех, вы должны просто понимать, что у всех артистов, у всех певцов всегда есть вот это ощущение, оставить, пускай это будут бабочки. То есть когда вы чувствуете, да, вот эту нервозность, и оно есть у всех, например, Бейонсе, я не работаю с Бейонсе, но можете мне поверить, что у нее по-прежнему они тоже есть. У всех они есть, потому что все хотят, чтобы шоу было идеальным, чтобы все было совершенно, чтобы все было прям так, как надо. Вот. И другой момент, что когда был вот этот суперкубок, где Джастин выступал, это был первый его выступление на нем, когда уже я был его педагогом по вокалу, а не предыдущий педагог. So after he came off the stage and got back to the dressing room, I was there and he ran to me and was like, yo, what did you think? What did you think? How did I do? You know what I mean? And for me, that touched me. I got emotional. I was like, you did amazing. I was really proud of you. But it was from all the preparation. And still you want it to run smooth. And he don't have to be like that. He could be like, oh, I just killed it. I shut it down. But no, he came back as humble. He was like, did I mess up? Did I do it? You know what I'm saying? And that's what he's striving for, perfection, all of it. Да, и когда он пришел после выступления, потом в гримерку, где я его ждала, я была очень радостна этому выступлению, мне все очень понравилось. И он так очень скромно, аккуратно сказал, что как, все получилось нормально. Вот. И вот это, да, несмотря на то, что... То есть я хочу просто показать, что были до этого долгое время подготовки, работы, и когда он тщательно все это готовил, на все везде ходил и все делал, и несмотря на то, кто он уже, кем он является и так далее, он все равно вот так очень скромно пришел и спросил меня, как все получилось. Потому что он хочет, чтобы все было лучше и лучше и лучше. I also think it's important when you're working with people coming up into it that you show them that other artists have had mistakes on stage and they've lived and they still have successful careers. You know, like Beyonce at Coachella just fell. She's fallen several times. I would too if I had to walk in high heels. То есть очень важно показать, в том числе начинающим, тем, кто начинает, с кем вы работаете, что многие
исполнители совершали ошибки на сцене, ничего, все выжили и дальше работают, и все прекрасно. Да? Человеку может упасть на сцене, ну что бывает, все на свете. I always tell my students, have you knocked yourself out on stage? And have you been on national TV and completely forgotten the lyrics? No, I have, and I've lived. Я всегда спрашиваю студентов, были ли вы на сцене MTV, никогда совершенно забыли весь текст? У меня такое было. Добрый вечер. Мой вопрос будет носить тоже, скорее, практический характер. Для меня песня — это способ поделиться своей философией, взглядами, это поток чувств и эмоций. Соответственно, допустим, когда я приходил на концерты артистов, с которыми вы работаете, месседж был понятен, в принципе, и меня трогало их выступление. В связи с этим хотелось бы услышать, раскройте секрет успеха, как научиться с помощью музыкального языка правильно выражать свои эмоции. Спасибо. So the question is, when I sing, I really share my emotions, and when he says he does. So when he saw the artists before the field trained, he always felt this, that they really managed to share these emotions and feelings. And the question is, how do you manage them to do that? To really, for the audience to feel all these emotions through songs. Deliver message. Well, for me, when I'm out working with an artist, I kind of look kind of weird in the audience. I have a massive iPad, the big one, and then I have my in-ears, and I can easily stand on the side of the stage where the artist is. I want to be where you guys are in those moments to see if they're able to connect with the audience, lyrically, vocally, emotionally. То есть, когда проходят репетиции, когда готовимся, то есть, когда человек поет на сцене, то я могу стоять сбоку на сцене, но я стою всегда в зале, выгляжу немного странно с огромным айпадом, с наушником, вот, потому что я как раз хочу быть там, где будут те люди, которые будут его слушать, и я хочу понять, есть ли вот эта связь эмоциональная на уровне слов, на уровне вокала, то есть по всем параметрам. Yeah. So with me being out there with the fans, and sometimes I go all the way up to the very top. I'm doing a lot of walking on the show. I look at their responses when they're singing lyrics. Да, и как раз во время выступления я могу быть совершенно в разных местах, уйти совершенно далеко, на галерке. Просто мне интересно как раз понять, как все это воспринимается, как это выглядит. And if it's a song about breaking up, heartache, sadness, and if the singer is singing from that place, you're going to feel that in the energy of the audience. Да, если песня какая-то грустная, там, как кто-то кого-то бросает, например, то это четко чувствуется, если все получается, то в аудитории это очень чувствуется, эта эмоция. So on my iPad, I'll take notes. I'll even take pictures and video of the audience at that particular moment in the song. Заметки на iPad как раз, и в том числе и видео снимаю, и фотографии делаю как раз в каких моментах песни. And if I felt like the singer wasn't connecting, I don't go back and say, man, you sucked on that song. I don't do that. I'll go back and I'm like, yo, so what were you thinking in this part of the song? And if they weren't connecting, a lot of times they're distracted by something else. Да, и когда что-то не получается, я потом, конечно, не говорю, что ж такое, что тебя тут не было, я спрашиваю, о чем ты думал в этот момент. И часто оказывается, что человек на что-то отвлекся и думал о чем-то другом. So in that case, when those things happen, and you just, once again, artists are human too. You know, from day to day, they got families, they have kids, some of them, they deal with things with the label that they don't really care for, and then they have to still get on the stage and be great for you guys, and try and leave all of those negative emotions at the door, you know what I'm saying? So when I go and ask those questions, like, what were you thinking? They know I know, because I know their voice so well. And I'm like, yo, don't forget, you're here to change lives tonight. You know, you're here to save lives as a vocalist. So it's very important that you tell these stories that you wrote about, you know, like how you delivered them on the album, or better. Да, то есть мы не должны забывать, что артисты, исполнители, они тоже люди, у них есть семьи, дети, проблемы, и куча всего разного, и может им вообще не нравится, что они
какой момент делают. И при этом им надо постараться все это убрать, да, и когда они выходят на сцену, они должны все это оставить и нести людям радость. И поэтому я, когда говорю про эти моменты со своими клиентами, я часто как раз и говорю о том, что вы должны не забывать, что вы приходите на сцену, да, по сути, можете спасти чью-то жизнь, изменить жизнь людей, это очень важно, поэтому важно донести то, что в этой песне есть именно так, как оно должно быть сделано. I think a way to train for it too is to allow yourself to feel as much emotion as you can and go through that door so you know how far you have to go, and then you pull yourself back so that you can constantly tap into that without breaking down and losing it every time. You have to allow yourself to feel it that deeply at least once so you know how far to go. Да, и одно из упражнений, как помочь себе с этим, когда вы исполняете, позволить себе в какой-то момент прочувствовать все эти эмоции до конца, то есть пройти настолько далеко, насколько вы только можете, потом вернуться и просто уже использовать это, конечно, не каждый раз это делать, потому что это тяжело, но использовать то, что вы узнали, то, что вы почувствовали, потом уже в своих выступлениях. The other thing is to make sure that you're connected to the song. If you guys are singing a song that you don't have a connection to, you shouldn't be singing it. Or you need to find a connection for it. So with young kids especially, if they're coming and performing these heart-sick love ballads, and it's like, you're 14, you've never had your heart broken, you know, or what's going on, you know, find something that relates to it. So for, you know, one of my clients, she was 14 singing this love ballad, and we finally, her way of tapping into it was when her dog died. And so we wrote out in her mind an emotional script of memories with her dog and what she did with her dog, and then her dog dying, and then she put out a very emotional performance, but nobody would have known she was thinking about her dog. Очень важно, чтобы у вас была у исполнителя снова была связь, контакт, то есть какая-то связь с песней, с тем, что человек поет, что если этой связи нет, то тогда это петь не надо, или эту связь надо найти. Потому что часто бывает, особенно с молодыми исполнителями, с подростками, то есть когда там 14-летний человек поет несчастной любви, то, в общем, часто там не особо это выглядит правдоподобно. Да? Например, у меня была как раз студентка, которая пела тоже о любви, и мы думали тоже, как найти, как дать человеку почувствовать те эмоции, и в итоге использовали те эмоции, которые девочка чувствовала, когда у нее умерла собака. То есть вот это те эмоции, которые она чувствовала тогда, она использовала в песне, никто, конечно, не знал, что там это было про собаку, песня была про любовь, но какая разница, в итоге все получилось как раз так, как надо. Последний вопрос, просто у нас время. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я пела прежде, но не имея никакого образования, никогда не занималась педагогами. Вот, то есть пела как могла, не владея техникой. Естественно, это было по ночам, утром работа, утром учеба. То есть организм уставал, естественно, периодически это все переходило на связки, то есть неправильная техника. Последний год я занимаюсь педагогом, изучаю именно технику, и получается так, что есть несмыкание, да, вопрос к Минди, скорее всего, есть такое несмыкание уже в верхнем регистре. И постепенно, конечно, улучшается ситуация. Врачи говорят, что, в принципе, проблем нет, но я ведь слышу, я чувствую, я понимаю, что от меня требует педагог, но я действительно не могу это делать, потому что мне это мешает. Есть смысл вообще пытаться это вылечить, улучшить еще больше, или все-таки есть такой предел, до которого вы доходите, и дальше уже, в принципе, что с этим делать нельзя. Спасибо заранее за ответ. То есть у вас травма была? Нет, травмы не было. То есть я до этого пела, работала 4 года в караоке, и все-таки по ночам работа, недосып, режим неправильный, и все давало, как бы, ну, свой свет оставляла на связках, плюс неправильная техника, опять же. That's a lot. Много всего. The higher, you're saying that the higher part of your voice is gone? В верхнем регистре, да, тяжело? Да, именно верхнем. То есть в середине мы уже исправили ситуацию. The higher stuff. So there's, I would want to
Will you see me after? I'm gonna have you sing for me. Ask her now. Yeah. Ask her now. Can you just go like this for me? I just want to hear what happens. Right now. Можно сейчас так сделать? А могу я ближе подойти? Не вижу, просто что очень хорошо. It's okay. It's plastic. Can you just do just on a, Yeah. just so we're on it, just on an E. Right there. Right here. Okay. Can you go like this and go? No, stick your tongue out and we go. Again. Can I touch you? Of course. Gotcha. Ask another question while I do this for a second. No, this is good. No. This will be cool if this works on the fly. So what I'm doing is your larynx is really tight. So there's not a lot of movement right here, which could be a lot of the stress that's going on. Поэтому движение там очень ограничено, поскольку очень большое напряжение. The cracking you're hearing is normal. То, что вот так чувствуете, это нормально. That's normal. Ask her to relax. Yeah. So just go on over. Totally take a breath. Don't worry. Yeah. There you go. I go. Wee. Wee. Again. Wee. Wee. Hear our voices coming in a little bit. Слышите, что же меня? Wee. Wee. Yeah, lots of air. Higher. Wee. Wee. Yeah, I go. Wee. Там видите, вы освобождаетесь. Как щенок. Yeah. Good. Now do it again. Go. Tongue out there. No, start a little lower. Yeah, see, so what's happening is if you're going higher, your larynx is Когда идете выше, то, соответственно, поднимается гортань, она начинает вас душить. So we want to make sure that this stays nice and relaxed. Важно, чтобы она оставалась расслабленной. Right? Easier said than done. Да, легче, конечно, сказать, чем сделать. That's okay. Now try it again and go. Ooh. 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 How's that feel? Different? Yeah. Are you coming to the workshop? Идете на мать? No. Yeah. Can I get a coffee? Can I get 3? Yeah, I'm gonna do something with you that you can practice. I'm gonna show you this other trick. Because what's happening is right now, as you're going higher. So what's happening in her voice right now? Ну что сейчас происходит у человека с As голосом? she's going higher, her vocal cords are not staying in a balance. Да, то есть когда она пытается петь выше, то теряется баланс. So there's a lot of tension on the bottom. Очень много напряжения внизу. And in order to get higher, you break apart and have to squeeze to get sound. Да, это чтобы пойти выше, соответственно, вы зажимаете его и сжимаете гортань. So this is amazing. Отличное упражнение. Выключите соломинку. Sorry. You're gonna blow air. Надуйте воздух. Выдувайте. Yep. Then you're gonna chug like a car. Starting, you're gonna go. Теперь как машина. Yeah. Now we're gonna go low to high.
Теперь от низкого к высокому. Nice. Do it again. Harder, right? Yeah. So what we want to do is the coffee straw. The diameter of the straw has to be smaller than when the vocal folds come together. What we're doing, talking in the straw, what we're doing is creating a back pressure in the throat to actually sit the acoustical pressure sits back on top of the vocal folds and it squares them up. So we're in a position. So watch what happens to her. She'll feel pressure as I squeeze the straw from it. So just blow, go. Again. Now do it again. Yes. Can you feel how there's more pressure in the back? Now try going from high to low. There we go. Do it again. Do it again. Like 5 times fast. And now we get out, go, wee! Wee! So, it's funny, like, so for like my clients that, or our clients that are actually performing, and they have to run into a quick change, while they're changing their clothes, they throw a straw right in their mouth right away. And start doing the sitting out exercises. Часто как раз мои наши клиенты, пока они переодеваются в момент выступления, они все время берут соломинку и делают быстренько это упражнение, потому что это фантастически помогает. That's right. When it's done correctly, it takes off swelling on the vocal folds. Если правильно это сделать, это снимает натек с голосовых связок и как бы заново ставит правильное положение. Especially for my singers that sing really hard, like rock and pop singers. Oh yeah, they have to pop them straws all the time. Для рок, для поп-исполнителей они постоянно это делают прям отлично. That's all right. Yeah. Anybody have another question? Я просто хочу сказать, что больше практики будет в эти выходные на мастер-классах 28 и 29. Да. Но я хочу сказать, что сегодня всем, кто присутствует на этой лекции, мы даем скидку вместе с RAab, это скидка 15%. Вы можете зайти на наш сайт prof.com и применить там купон. Он очень простой, это 3 буквы RAab. По промокоду RAab вы сможете приобрести эти билеты. Who's all coming to the workshop tomorrow? Tomorrow, no. Well, Sunday. The workshop on Sunday. Who's coming on Sunday? Well, it's okay. But normally we come bearing gifts all the time. So, I mean, you're paying to come to the workshop and learn a whole lot. But Rode microphones that have studio microphones that I use as far as arranging vocals for tours, I'm giving those things away. And not saying that's the point to come, but to come and get a lot of information, and we normally give back at these things as well. We know that you guys are students going to school, trying to work on doing your music. And for me, that's basically a Kickstarter for you to start your own thing. Instead of waiting to go to the million, I'm sorry. Я понимаю, что вы платите деньги, чтобы прийти на этот мастер-класс, но помимо того, что вы уйдете с огромным багажом всего нового знания, навыков и так далее, вот мы также тоже дарим подарки. Микрофоны Rode. Чтобы помочь. The studio microphones. Студийные микрофоны, чтобы уже помочь вам начать работать. And they've given me about almost, I don't know what that is, but about $2,000 worth of giveaways to give to y'all. So, yeah, so, well, maybe more than that. Много микрофонов мы готовы подарить. Друзья, пользуйтесь таким спецпредложением. Впервые, мне кажется, вообще в России не такой активный, не знаю. Минди тоже привезла очень много подарков для учителей, потому что мы делаем отдельный интенсив для учителей 28-го, и у нее очень много. Целый чемодан.
Простите, можно крайне важный вопрос? Мне только спросить. Друзья, я думаю, что просто вопросы надо будет задавать всем, придя на мастер-классы наших спикеров, потому что все самолеты, они просто не все купить билеты, можно ли попасть на тебя When the singer is on the stage, and even with the ear monitoring, sometimes sound is really bad and you don't hear yourself. So how to train your singers? You need to train on the studio and to learn how your muscles are working. Well, when you're on stage, there's two people that are quick to get fired on any gig. It's the monitor engineer and front of house engineer. They're the fastest one to get fired. But if you have a good one, the artists keep them forever, as long as they can. Да, то есть два человека, которых чаще всего увольняют. Вот, это как раз инженер мониторов, как и там. Front of house and then monitor engineer. То есть, инженер по звуку, да, то есть вот эти два человека, которые следят. Один, кто сцену делает внутри сцены, это мониторный, и второй, который зал делает. В общем, вот эти два человека более важны, то есть, соответственно, их чаще всего увольняют, и если они делают все правильно, то артисты с ними остаются просто навсегда, потому что это самые важные люди. So, there are cues that a singer has to be able to communicate with the monitor engineer. The monitor engineer is the one that's on stage, mixing all the sound that's on stage. So they got to be able to communicate back and forth. And that's where sound checks are extremely important for artists. That's why artists do a sound check in every city, every venue. You know, sometimes twice. If they're there multiple times, they'll do it 2 or 3 times. You know what I'm saying? Just to make sure the sound is set right. So where you don't have those challenges. And, sorry. Да, и поэтому очень важно, чтобы была коммуникация между исполнителем и инженером, и поэтому очень важен саундчек, и проводить его постоянно, каждый раз надо по несколько раз, чтобы как раз не было тех трудностей, о которых вы говорите, чтобы все было сделано правильно. Yeah, see, because it's extremely important. Yeah, if anybody use in-ear monitors in your performances? Используйте эти See, but look, that's 1, 2, 3, 4. So imagine all the other artists in here. When you go to perform, you're performing with floor wedges. That's it. But your voice, if you don't have a good sound guy, you're going to be competing with the loudness of the room, and your voice is going to fatigue faster. That's why I recommend in-ear monitors. But the more you practice with them and get a sound guy that can get the sound right in your mix. And that's another thing I do with my clients, is work with the front of house and monitor engineer and making sure we all have success. Because if the singer can sing like they're singing in the shower, it's easy. You know what I'm saying? They don't have to work hard. You know, or you know, and if they don't have that relationship with the sound guy, or they're just using the local sound guy for every gig, that's the absolute worst thing a singer can do. Because that guy doesn't care about you. He's just trying to get a quick buck majority of the time, not realizing he could be auditioning to get a job with you if he's good. То есть суть в том, что очень важно как раз, почему я советую, чтобы были эти ушные мониторы, да, чтобы следить за звуком, и тут почему вам нужен очень правильный инженер, с которым у вас хороший контакт, чтобы он давал вам правильный как раз звук из всего этого микса, и потому что иначе вы будете просто соревноваться со всем звуком, и посадите себе голос сразу, ничего хорошего не будет. Поэтому если у вас инженер по звуку всегда кто-то просто там местный, которому надо срочно просто быстро деньги заработать, и он никак за вами не следит, то ничего хорошего тут не будет. Хотя он мог бы использовать эту возможность, чтобы пройти пробы и в итоге вы взяли на работу, потому что он так классно все сделал. The other thing, if you don't have in-ear monitors, is to take an earplug, like that you would put in, so that you can hear how loud you're actually singing and get an awareness within your group. And then there's also a product that I love referring out called Hearphones, and it's spelled Hearfonds. And it's amazing to practice with your bands if you don't have full sound, because it gives you an awareness of instant feedback, so you're not over singing and over shouting. То есть если нет возможности иметь этих ушных мониторов, то тогда можно использовать
помогаете мне тут немножко. Тогда вы можете использовать вот эти вот, в первую очередь зажать ухо, да, и есть Earphones. It's not yeah, but it's with an F. Oh. То есть то, что помогает вам слышать самого себя. Yeah, it has like this plastic sleeve that comes out. Has anybody ever seen them? But it has this plastic sleeve that comes Такие down your пластиковые ear, so you get feedback. и таким образом вы слышите сами себя. Друзья, я думаю, что вы понимаете, что будет очень много практики в эти выходные. И... One second. Oh. I have an announcement. У нас есть индивидуальный урок, кто спрашивал, они будут проходить завтрашнего дня. Я не помню, есть ли индивидуальный урок у РАБа, по-моему, нет, но вам нужно позвонить, не у него надо спрашивать, вам нужно позвонить по телефону и уточнить сегодня вечером. Телефон есть у нас на сайте, наш сайт prof.com, можете зайти. К сожалению, нет, потому что у нас очень мало времени. Есть уроки у Минди точно завтра, у нас остался урок, если кто-то успеет, можно еще не завтра попасть. Давайте сделаем общее фото. Благодарим наших